Щоб ти розумів, 500 метрів позиція русських. Кращого російського вертолітника збили Збройні сили України, він знищений. Полковник Василий Клещенко садится за штурвал «Аллигатора» боевого вертолета К-52. Его задача контролировать весь парадный строй вертолетов. 23 борта плюс резерв. Так, обнаружено тело пилота. Разбитый К-52. Он сильно расплавился. Часть ордена, который расплавилась. Опа! Ты смотри, это по нам, что ли? Враг заметил. «4 августа в российских медиа прошла информация о захоронении в городе Торжок полковника Василия Клещенко, одного из лучших вертолетчиков ВКС РФ, который возглавлял парадный строй российских вертолетов на Красной площади на параде 9 мая 2021 года на глазах Путина. И этот полковник Клещенко — заместитель начальника 344-го государственного научно-исследовательского центра армейской авиации ВС РФ. Очень известный, очень заслуженный российский вертолетчик. И именно он вместе со своим К-52, самым современным российским вертолетом, был уничтожен украинскими воинами. Так вот, операция по поиску вертолета и поиску и обмену тела полковника Клещенко была произведена украинскими воинами, а конкретно сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины и разведывательным отрядом командира с позывным «Редж». Как это было, мне удалось заснять, потому что я как раз выходил к этому вертолету на поиски его обломков и останков экипажа. По данным украинских воинов, полковник Василий Клещенко и его К-52 пытались своими ударами ночью остановить наступление украинских войск в районе села Гусаровка Харьковской области. Примерно в 2 часа ночи 15 апреля пока неизвестный нам украинский герой, оператор переносного зенитно-ракетного комплекса, сумел сбить российский вертолет прямо во время атаки на сверхмалой высоте близ села Гусаровка над российскими позициями. Вертолет был сбит, однако длительное время выйти туда украинцы не могли и к российским позициям. Россияне тела Клещенко и других своих военных не забирали, как обычно, но наши воины сумели освободить Гусаровку, выбить немного далее российские войска, и уже в июне стало возможно в ходе разведывательного поиска в серой зоне найти и вертолет, и тело Клещенко. Сейчас вы увидите, где это было, и увидите останки Клещенко. Конечно, для YouTube, по требованиям YouTube, мы заблюрим самые такие жесткие фрагменты. Это будет на сайте Цензорнет, на моем телеграм-канале. Но, тем не менее, вы сейчас увидите, где и как это происходило, как это собирали и какие запчасти вертолета и самого полковника Клещенко удалось собрать. Российский ас уничтожен украинскими зенитчиками. Очень хотелось бы, конечно, узнать, познакомиться с этими украинскими героями. Йдемо діставати рештки того, що залишилось від гелікоптера К-52, який пілотував один з найвідоміших російських пілотів, полковник ВКС РФ Василь Клещенко. Василий, якщо так уж. Наш центр переименован в государственный центр. Мы, соответственно, осознаем, что это
очень ответственно для всего личного состава. Уже статус совершенно другой. Хотя, по большому счету, предназначение центра осталось тем же. Мы как занимались, так и будем продолжать заниматься переучиванием летного состава и авиационного персонала. В 1992 году из летчиков центра была сформирована единственная в мире пилотажная группа «Беркуты», выступающая на боевых ударных вертолетах. Вы были, есть и будете исследователи, учителя и штыки, резерв главного командования. Сами торжокские офицеры и прапорщики также регулярно отправлялись в афганские командировки. Всего за рекой Пянш побывало 400 новаторов, 138 награждены орденами и медалями. При этом за всю войну потерь среди экипажей из центра не было. Его были саме в цьому районі, Харківська область, неподалік від Балаклії. Зараз ми їдемо з тією групою, яка знайшла рештки. Тривалий час Клещенко вважався зниклим безвісті. Але тепер сподіваємось, що ця знахідка буде корисною для того, щоб звільнити когось з наших. Тому ми зараз це знімемо, а покажемо сюжет пізніше, коли буде результат. І подивимось, чи погодяться російські окупанти за свого полковника, який очолював парад російських вертольотів над Червоною площею, чи погодяться вони віддати українських полонених. Дізнаємось про це пізніше. А зараз фільмуємо. Находимся в менее чем километре от российских позиций. Постоянно идут активные бои. Да, щось горить он там. Був обстріл тільки що. Чтоб ты понимал, 500 метров позиция русских. Вот та посадка стоят русские. Возможно, работа снайперов кого угодно. То есть это небезопасно ходить по этому полю. Так, а ось російський гелікоптер, вірніше те, що від нього залишилось, К-52, збитий у Харківській області. Ось його залишки. Те, що від нього залишилось, згорів вщент. Полковник Василий Глещенко садится за штурвал аллигатора, боевого вертолета К-52. Его задача контролировать весь парадный строй вертолетов. 23 борта плюс резерв. Я нахожусь в полетном порядке, тем самым мне видно, как летят впереди идущие группы. Можно при необходимости кого-то подкорректировать. Вертолеты открывают авиационную часть парада. Между винтами от 20 до 30 метров. Поверьте, это очень мало. Ювелирная точность в воздухе измеряется как раз такими величинами. Так, обнаружено тело пилота. Разбитый К-52. Это останки, бедра, желудок, это череп, грудная клетка, ребра. Говорится, документы, брат, ебать, документы. Да, документы. Что это такое? А, это иконка, пацаны. Иконка, его личная иконка, видите? Склады туда. Это его иконочка в кармане была. Это череп, куски челюсти. Это тоже вот лицевая кость. А про перчатки никто ничего не говорил. Вот. Да? Таз, бедра отгоревшие. Це сіра зона, і тільки зараз вдалося Вот. вийти. Позиции русских. Вот там вот дальше между посадок, посадка. Там блокпост русских. Он горит. Так.
Розпаковку цього гелікоптера зробили Збройні Сили України. Гелікоптер був збитий нашим зенітно-ракетним комплексом. Скоріше за все, переносним. Это туры, это Нурс. Это вот установка, которая сбрасывает, у них крепятся вот эти. Угу. Да, тоже ПТРК. Керовані ракети. Не трогать. Угу. Ага, снаряды. 30. Да, 30 миллиметров пушка. Да. Там было касание. Разлетелся в дребезги. Так, наша задача сейчас. Ми маємо вивчити, маємо все, що тут є, зібрати усі корисні уламки, швиденько звідси виходити. Зараз тоді наші дії, що ще все, що цікаве, можемо витягнути, тоді винесемо, да? І передамо куди треба. Це все, що залишилось, і дуже показово. Саме така доля спіткає усіх російських агресорів, усіх російських окупантів. Вся їх техніка буде знищена. Ну, а всі вони стануть добривом на українських полях. Ось так, дивіться, і оце саме очікує усіх російських окупантів. А Україна буде вільною. Опа! Ты смотри, это Панам, что ли? Панам, ясно. Враг заметил. Рассредоточились. Близко. Да, ну, це поки що не контрольована зона. Сіра зона, тут небезпечно. Уход. Пошли. Полетели. Пошли, прикрываем. Пошли. Отходим. Росіяни помітили рух, і зараз треба відходити. Ще один прильот, поки вони не змінили приціл. На щастя, приціл у них виставлений не зовсім точно. Бронелисти. Детали. Нет. На его груди сохранился вот такой вот Он сильно расплавился. часть ордена, которая расплавилась. Это потом осталась вот такая иконка. У него лежала в кармане, в нагрудном. Вот такая вот иконка. Я так понимаю, это... А потом вот такой пристрой.
с вот таким номером. Называется Garmin. Навигатор. С флешкой он внутри. Флешка в машине лежит. Вот целый. Потом у него был телефон iPhone. Да, это iPhone? Нет, это Meizu. Это Huawei. Это Huawei. Телефон Huawei. Ну вот в таком, правда, плачевном состоянии. Но он есть. То есть, ну, вот это самый главный его идентификатор. То есть вся родня знала и знает эту цепочку. Так, это парашют его. А ну, нырни, пожалуйста, мешок вот тут. Когда украинские разведчики, сам Редж, показали мне место падения вертолета, более всего, конечно, удивило то, что самый современный, самый безопасный российский вертолет К-52, у которого установлены катапультные кресла, это, наверное, единственный тип боевых вертолетов с катапультными креслами в российской армии, один из немногих в мире. Он оборудовался еще и катапультой для спасения пилота. Лопасти при этом отстреливаются. Но катапультное кресло его не сработало, оно находилось рядом. И мы нашли парашют Клещенко. Можете себе представить просто удивление, когда стропы там были либо оборваны, либо обрезаны. Но, в общем, Клещенко катапультой воспользоваться не смог. И, в общем, как это произошло, то есть, либо это очевидный, типичный брак российской техники очередной, либо это очередное головотяпство и халатность техников, которые готовили вертолет. Но, в общем, как обычно, российский авось снова куда-то не туда повел. Ну и для Клещенко это закончилось очень печально. Подчеркиваю, вот есть видео, есть его катапультное кресло, мы его забрали парашют, так что все факты на руках. Вот такая забавная деталь, которая помогла ликвидировать российского аса, лучшего российского вертолетчика К-52, который возглавлял парад на Красной площади 9 мая. Ну, теперь ему уже там не летать.